Привет! Ты снова на канале Компост. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как можно посмотреть историю твоих просмотров видео в ТикТоке. Это можно сделать как на Android смартфоне, так и на компьютере, так и на айфоне. Ты можешь загрузить историю того, что ты смотрел. Это будет полезно. Например, если ты посмотрел какое-нибудь видео в ТикТоке, пролистнул или нажал назад и не сможешь, тебе показалось это видео интересным, и ты не можешь назад вернуться и узнать, кто автор этого видео. Для этого тебе потребуется открыть историю просмотров, и ты можешь увидеть то видео, которое тебе понравилось, и, соответственно, автора этого видео. И не теряя времени, давай покажу, как это сделать на телефоне. Привет! Как в ТикТоке посмотреть свою историю просмотра видео, то есть те видео, которые ты смотрел ранее, за любой промежуток времени. То есть это бывает нужно, когда ты посмотрел какое-то видео, тебе оно понравилось, но нечаянно нажал на какую-то кнопку, и ты больше не можешь найти то видео, которое смотрел. Либо какое-то видео, которое смотрел раньше. Первое, что нужно сделать, это запомнить время, которое сейчас есть на часах. Когда ты, например, посмотрел какое-то видео, оно тебе понравилось, но ты что-то нажал и не можешь его найти. Первое, что нужно сделать, это посмотреть на часы и дату, и запомнить дату и время, которое есть сейчас, возможно даже записать. Это нам пригодится в будущем, чтобы найти по истории то видео, которое мы смотрели в это время. Далее, чтобы открыть историю просмотра видео всех в ТикТоке, нам нужно зайти в профиль в ТикТоке. Далее нажимаем вверху на 3 полоски, чтобы перейти в настройки. Далее переходим в пункт «Конфиденциальность». И здесь есть такой пункт, как «Загрузка ваших данных». Нажимаем на этот пункт. И здесь есть две вкладки. У тебя, возможно, в первый раз будет только одна вкладка «Запросить данные». Если ты нажмешь на вот этот пункт «Запросить данные», то TikTok через несколько дней сформирует и дня через 3 пришлет тебе такой zip-архив, в котором будет текстовый файл со всей историей просмотра видео, лайков, комментариев твоих. И ты по этому текстовому файлу сможешь найти то видео, которое смотрел в определенное время. Поэтому я сказал, что нужно запомнить время, потому что там будет много видео, скорее всего, если ты смотрел много. И чтобы найти нужное видео, ты будешь ориентироваться на время. Итак, здесь выбираем TXT, чтобы был выбран. Вот здесь написано, что обработка запроса занимает несколько дней, и в течение 4 дней после того, как файл будет готов, вы сможете загрузить его. То есть, когда мы нажмем «Запросить данные», где-то через 1, 2 или несколько дней у нас появится файл. Вот здесь заходим потом через пару дней в этот пункт «Загрузить данные». И здесь мы увидим сформированный файл, который будет доступен только 4 дня. То есть тебе нужно будет за 4 дня зайти сюда и скачать этот файл. Нажимаем «Скачать». Далее переходим по ссылке. Вводим опять наши данные от TikTok аккаунта. После того, как мы ввели данные от нашего аккаунта, TikTok потом еще один раз попросит ввести чисто пароль. И после этого автоматически начнется скачивание файла. Вот такого файла tiktokdata.zip. Находим его на нашем устройстве, открываем проводник. Находим папку Download, открываем ее. Вот такой файл у нас должен быть tiktok.zip. Это архив. Открываем этот архив и выбираем «Извлечь» какую-нибудь папку, например, в текущую папку. Вот у нас архив извлекся, теперь это обычная папка, открываем ее. Здесь у нас несколько папок, выбираем папку Activity. И в самом низу будет текстовый файл видеобраузинг. Это то, что нам нужно. Открываем этот текстовый файл через любое приложение, которое может работать с текстовыми файлами. В принципе, их очень много, и, скорее всего, оно уже установлено на телефоне.
поэтому проблем с открытием не будет. И у нас будет вот такой текстовый файл с ссылками на все видео, которые мы смотрели. И далее, просто ориентируясь на время, вот здесь в пункте Date у нас есть год, месяц, день и, соответственно, время, когда мы смотрели определенное видео. И ориентируясь на то время, которое я сказал, что нужно запомнить или записать, мы уже находим по этому видео, по этому времени ссылку и просто копируем. Копируем, что все, что у нас начинается от H и до самого конца, скопировать. То есть просто адрес обычный. Дальше открываем браузер. И вставляем эту ссылку. И вот какое-то видео, которое я смотрел в в 10:53 3 декабря 2021 года. Для более подробной информации переходи в описание к этому видео и заходи в комментарии. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока!